Всем привет, с вами канал Мир на блюдечке, и я нахожусь, как обычно, в Анкоре. Ну, в Анкоре можно снимать бесконечно, да. Что такое вообще Анкор? Анкор – это город. Ну, это искаженное санскритское слово «нагара», а «нагара» на санскрите значит «город». Город огромный, город, не имеющий себе равных в мире, не имевший себе равных в мире, лучше сказать, да, потому что все, о чем мы говорим, происходило, как нам говорят, 1000 лет назад. Но когда все это началось, вот этого мы как раз не знаем. Потому что то, о чем мы, как правило, говорим в Камбодже, то, что мы обсуждаем, то, что мы рассматриваем, это все, как правило, уже какие-то наносные явления, то есть более поздние постройки, которые возводились на каких-то частью мегалитических основаниях. То есть очень больших основаниях. И, в общем-то, на самом деле самое интересное здесь это находить вот это древнее мегалитическое ядро. И после того, как были получены снимки, сделанные с помощью технологии лидар, это происходило где-то начиная, по-моему, с 2013 или даже в 2012 они уже начали. Вот. И эти снимки, они перевернули все. То есть они нам показали существовавшую когда-то огромную гидротехническую инфраструктуру. И именно это и есть самая большая загадка этой древней цивилизации, как они умудрились построить вот эту всю инфраструктуру. И я начинаю потихонечку с этим разбираться. На самом деле очень сложно, да, потому что все это выяснилось буквально недавно. То есть, грубо говоря, 10 лет назад, чуть больше, чем 10 лет назад, мы очень слабо представляли себе вообще масштаб всей этой инфраструктуры, а сейчас мы это все себе отлично представляем, но мы совершенно не понимаем, зачем и, самое главное, как все это делалось. А самое главное, чего мы не понимаем-то, простите за тавтологию, самое главное, чего мы не понимаем, это какой в это был вложен смысл. Потому что есть две основные официальные версии. Первая версия – это у нас ирригация. Версия глупая, потому что мы имеем огромные водоемы, находящиеся в урбанизированной части вот этого древнего мегаполиса Анкора. Ну, вообще, Анкор, какую площадь он имел? До того, как были произведены съемки с помощью технологии лидар, считалось, что площадь Анкора составляла где-то 1000 квадратных километров, что тоже, в общем-то, немало. Да? Это больше, чем, например, площадь Санкт-Петербурга, если мы уберем все вот эти дополнительные пригородные, так сказать, районы, да, курортный район там, и так далее. Если мы все это уберем, да, то площадь Петербурга уже будет меньше, чем то, что предполагалось ранее. Но после того, как были получены эти снимки, оказалось, что вот это вот, лучше назвать это не мегаполисом, а агломерацией городов, населенных пунктов, но объединенных в единую сеть. Так вот, эта агломерация была площадью от 3 до 4 тысяч квадратных километров. Ну, точно до сих пор не определились, потому что это все куда-то разветвляется, уходит, простирается. В общем, нужно еще гораздо больше делать снимков. Ну и самое главное, производить раскопок, чтобы вообще понять, какой площадью был этот город. Но в любом случае он был огромный. Да, даже если это всего лишь 3000 квадратных километров, то это не всего лишь 3000 квадратных километров, это целых 3000 квадратных километров. Так вот, в центре этого города, ну, примерно вот где я сейчас нахожусь, да, то вот справа от меня там находится Анкор-Том, это вот укрепленный город площадью 9 квадратных километров. Смотрите фильмы, у меня уже там, я не знаю, сколько их на канале, снятых в этом городе. Кстати, сегодня мы о нем тоже непременно будем говорить в этом ролике. Вот, то есть я нахожусь сейчас в самом центре, в урбанизированном ядре. Здесь не было никаких полей, здесь никто не выращивал рис. Но именно здесь мы видим наибольшую концентрацию гигантских, колоссальных, циклопических водоемов, просто не имеющих себе равных в мире. Ну вот два самых больших – это Западный и Восточный Барай. О Западном Барае у меня уже фильм снят, вот, пожалуйста, посмотрите. Но это, конечно, не последний фильм, потому что там есть еще о чем поговорить, там еще очень-очень-очень много тем для разговора, связанного с этими вот бараями. Сегодня мы займемся другим бараем, Восточным Бараем, который гораздо более загадочный, чем Западный Барай, потому что он пересох уже в XI веке.
По официальной истории его насыпали в IX веке, а в XI веке он уже пересох. XI век у нас считается временем расцвета Анкорской империи, ну, когда она достигла наивысшей точки развития. Пересыхает водоем, который построили 200 лет назад. Серьезно? Вот вы действительно серьезно это утверждаете? Да, кстати, я когда говорил вам про цели строительства вот этих водоемов, да, я упомянул только ирригационную составляющую, а на самом деле есть еще религиозная составляющая, ритуальная. То есть историки втюхивают нам идею, что эти водоемы символизировали мировой океан. В центре, кстати, водоемов находились так называемые храмы, ну, какие-то технологические сооружения, совершенно непонятные нам функции, да, но явно как-то связанные с водой. Причем они очень сильно отличаются в западном и восточном Барае, совершенно разные типы сооружений, но функция, очевидно, у них была одна. Да. И вот они нам говорят, что это как будто бы такое вот ритуальное предназначение имело, что, конечно же, в корне неверно, потому что для ритуальных целей строить такие водоемы с такой геометрической точностью, а их из космоса видно, то есть они реально прямоугольные, очень четкие водоемы, и мы нигде на планете ничего подобного не видим. Плюс размеры. Западный Барай 8 на 2 километра, а восточный Барай, которым мы займемся сегодня, 7,5 километров на 1800 метров. Ну, то есть они примерно одинаковые по размеру, да, только восточный Барай был чуточку меньше. Вот, так почему я приехал, собственно, к этой пирамиде Такео? Дело в том, что она тоже связана с восточным Бараем. А от этой пирамиды проходит ось. То есть вот если мы сейчас поедем налево, а мы сейчас поедем налево, то мы упремся в еще один археологический объект, который не просто находится на одной оси с этим объектом, но если мы продолжим эту ось, то мы попадем в самый центр вот этого вот восточного Барая. Там, где находится пирамида, которая называется Восточный Мибон. Да, и это все не случайно. Здесь очень много осевой симметрии в этом анкоре. То есть все настолько геометрически выверено, что мы просто не можем поверить в то, что это делали те самые средневековые люди в набедренных повязках, управляемые какими-то нелепыми королями на слонах. Ну, согласитесь, это же полный бред. Ладно, давайте продолжим наше путешествие и отправимся к следующему объекту, который никогда не посещается туристами, а это, между прочим, очень интересное место. Ну что, поехали. Ну, правда, чтобы поехать, мне придется пройти на запад. То есть мы сейчас поедем на восток, а мне надо будет пройти на запад, потому что я совсем забыл, я же там свой мотобайк оставил. Вот, давайте посмотрим на эту гигантскую пирамиду. Каждая грань ее больше 100 метров. Я сейчас вам точные цифры не вспомню. Вот я их написал. Ну и высотой где-то что-то около 50 метров. Какая загадка в этой пирамиде? Основная загадка – это использованный песчаник. Дело в том, что это единственный объект. На самом деле не единственный. Другой объект я вам обязательно покажу, который построен из этого песчаника. Это так называемый грейвак, который для строительства никогда не использовали. И он происходит из провинции Краче. Провинция Краче находится более чем в 200 километрах отсюда. То есть вот эти огромные каменные блоки, а местами они там действительно огромные, везли за 220 примерно километров, да, вот каменоломня, где нашли выходы именно вот этого сорта песчаника, находится в провинции Краче. И оттуда брали песчаник для изготовления статуи. Вот статуи действительно изготавливались из этого песчаника. Но никогда он не был использован для строительства. И только вот эта вот пирамида, вот эта вот гигантская, ну просто колоссальная пирамида, вот только она построена с применением этого песчаника. На самом деле ядро у нее из латерита, как обычно, да, как мы привыкли в Камбодже, ядро из латерита, а потом облицовка идет песчаником, огромными глыбами песчаника. Ну вот я и дошел. Поехали. Так, ну вот я уже переехал, нахожусь сейчас с восточной стороны, это как будто бы был главный вход.
Кстати, интересно, посмотрите на план этой пирамиды, видите смещение к западу? Это очень типично для кхмерских построек, то есть практически все они в плане смещены немножко назад. Почему, никто, кстати, не знает. Так, друзья, смотрите, здесь повесили такой замечательный плакат с какими-то дорожками, по которым можно прогуляться. Вот смотрите, вот это то, что вы видите наверху, это Джая Татака или Северный Барай. Как говорят, он возник позже, чем Восточный Барай и Западный, который находится где-то здесь, да, далековато. Вот. Нас интересует сейчас, конечно, Восточный Барай. Да. Сегодня мы говорим об этой части гидротехнической инфраструктуры. Вот здесь пирамида Такео, возле которой я только что снимал видео. Дальше у нас будет пирамида из латерита Даун-Мао, которая находилась прямо на дамбе вот этого вот Восточного Барая. Восточный Барай у нас идет размерами 7,5 километров на 1800 метров, да. И вот здесь у нас находилась вот эта пирамида. Это, заметьте, не центр. Это не центр дамбы. Центр дамбы находится вот здесь. И здесь ничего не обозначено. То есть туристам сюда ходить не советуется по какой-то причине. На самом деле здесь очень интересно, что там находится. Вот после пирамиды мы обязательно заедем туда. Но перед этим мы заедем еще один объект, которого нет на этих картах. Находится он чуть южнее пирамиды Даун-Мао. Располагается ну вот где-то примерно вот здесь. Ну, я не знаю, почему его не обозначили, друзья. Ну, сложно сказать. Ну, не хотят они, чтобы туристы смотрели на самые загадочные объекты. Так вот, объект действительно загадочный. Чем он так интересен, вы узнаете. Ну, сначала мы проедем к пирамиде Даун-Мао, да, потом посетим вот этот вот интересный объект, я вам скажу, как он называется. Ну, а потом посетим вот этот вот объект. На самом деле, скажу сразу, это бывший причал. Причал вот этого водоема, который, как нам говорят, пересох уже в XI веке, да, в IX веке его якобы построили, а в XI веке он пересох. Очень интересно и самое главное непонятно, да. И тут забавная такая история получается. Дело в том, что причал находится по центру дамбы, и дальше у нас идет ось, смотрите. Королевская дорога, то есть вот она, Королевская дорога, она прямо шла от этой дамбы. Здесь у нас два храма, Томанон и Чао Сайтевода. У меня есть видео об этих храмах, вот, пожалуйста, посмотрите. Они фланкируют эту Королевскую дорогу. Дальше идут у нас Ворота Победы, расположенные, кстати, не по центру стены Анкор-Тома, да, вот это у нас стена города Анкор-Том, 9 квадратных километров, который площадью. Тут все очень схематично изображено, да, центр находится на 500 метров южнее, и здесь тоже они решили его не обозначать. Так вот, Ворота Победы, да, вот смотрите, идет одна ось у нас, все, Ворота Победы, а дальше у нас идет Королевский город, то есть на этой же оси у нас находится пирамида Пимианакос, и за пирамидой Пимианакос находится фундамент бывшего Королевского дворца. Да, то есть вот она такая вот ось, такая вот у нас осевая симметрия. Что мы видим везде? Везде просто в Камбодже, то есть тут в принципе все построено очень геометрически верно, точно, с инженерным расчетом. А с какой целью, вот этого мы уже не знаем. Ну что, давайте тогда двигаться дальше. Так, идти здесь у нас получается вот по такой вот песчаной дороге, которая, скорее всего, была выложена камнем. Скорее всего, была выложена камнем. Но я тут особо никаких признаков не вижу. Видите, очень далеко находится этот объект, поэтому я сейчас вернусь за мотобайком и проеду туда. Так, ну вот я взял мотобайк, и так мы, конечно, повеселее проедем. Теоретически это дорожка для пешеходов, но я думаю, ничего страшного не случится, если мы воспользуемся механизированным транспортным средством.
Погоды у нас нынче стоят, конечно, замечательные. Не знаю, когда выйдет это видео, наверное, когда у нас уже тут начнется жара. Но вот сейчас январь, и просто погода как, ну, летом в Питере, наверное. Итак, друзья, мы видим здесь пирамиду. Камбоджа – страна пирамид, и этого никто не может отрицать. Давайте возьмем на всякий случай рюкзак, а то тут столько туристов бывает иногда, а я им не доверяю. Местным доверяю людям, а вот туристам не доверяю. Свистнут и все. Ну вот, друзья, смотрите, мы видим перед собой засыпанную пирамиду. Пирамиду, которая находится прямо на берегу вот этого вот водоема Восточный Барай. Давайте поднимемся на вершину и посмотрим, что здесь есть. Ну, что здесь есть? Ступени, ступени, ступени. Видите, ступенчатая конструкция, которая находится прямо на дамбе. Давайте сейчас сначала вот прям туда пройдем дальше. Вот прям пройдем туда дальше и увидим обрыв. А обрыв этот, это у нас как раз окончание дамбы. Да, то есть вот туда вот уходит теперь все это вниз, 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 да. И вот мы сейчас находимся непосредственно на дамбе вот этого вот Восточного Барая. Здесь на дамбе построена пирамида. Вы знаете, такое встречается часто. Во-первых, мы имеем дело с полностью засыпанной пирамидой в Западном Барае, пирамида Акьюм. Вот смотрите видео об этой пирамиде. Вот, то есть это какое-то технологическое сооружение, явно технологическое сооружение, каким-то образом связанное с водой, которая хранилась вот в этих вот водоемах. Так вот, да, как я уже упоминал, для ирригации эти водоемы не использовались, особенно Восточный Барай. Он не имеет никаких выходов на поля. То есть он никак не связан с сеткой ирригационной, которая, безусловно, существовала, потому что в Анкоре было, как я уже сказал, урбанизированное ядро, а остальные территории представляли из себя дома с водоемами, окруженными рвами иногда, или просто с водоемом. В общем, каждое домохозяйство имело водоем. Ну и мало того, специалисты по ирригации, мелиорации утверждают, что использовать такой водоем, как Восточный Барай, в ирригационных целях было просто нереально. Ну, во-первых, из-за площади зеркала вод. Вы понимаете, мы же здесь живем в муссонном климате, когда полгода, грубо говоря, идет дождь, а полгода дождя нет. Вот сейчас мы находимся в такой фазе, когда нет дождя. То есть последний дождь был, дай бог памяти, наверное, в ноябре, а сейчас середина января. Ну и, соответственно, не будет никаких дождей, скорее всего, ну не знаю, до марта, может, не будет. Вот, и вы понимаете, что такой мелкий водоем, а он мог быть мелким, да, мы точно не знаем на самом деле, какая там была глубина, действительно ли 5 метров, как нам рассказывают. Но во всяком случае в сухой сезон эта вода просто бы испарялась. Солнце светит нещадно, тут тропики. Тут вот постираешь сейчас белье, вывешиваешь, и оно сухое буквально через несколько часов, потому что воздух экстремально сухой, мгновенно вся впитывает влагу. Представляете себе вот такой водоем мелкий. Да там больше гораздо воды будет испаряться, чем она может поступать на поля. Ну и там перепад высот тоже такой незначительный, что, в общем-то, вода под собственным весом и под воздействием гравитации даже не стала бы поступать на эти поля. То есть версия неверная. Какая же версия верная, не знает никто. Ну и еще большие загадки добавляют нам вот эти вот странные пирамиды. Подобную же пирамиду мы видим у комплекса Бен-Мелея. Ну да, кстати, похожие, почему нет, тоже пирамида из латерита. Вот тоже есть видео, смотрите, пожалуйста, доисторическая пирамида. Никто не знает, кто ее построил, когда, с какой целью, кто ее разрушил.
одни загадки, слушайте, одни загадки в этой Камбодже. Ну а здесь, если мы посмотрим, в принципе, не просто блоки уложены, да. Ну, эрозия, конечно, мощная, что говорит нам о том, что пирамида это очень старая. Она не датирована, кстати. Может быть, вы где-то и найдете датировку, но это от балды придумано. На самом деле, серьезными методами ее никто не датировал. Ну, а к несерьезным методам мы будем относиться тоже несерьезно. Ну вот она, эта пирамида со ступенями, как вы видите. И тут еще есть верхушечка, да, вот эта тут верхняя ступень пирамиды. Давайте тоже на нее поднимемся. А как мы поднимемся? Ступеньки крохотные. Мы с таким же сталкивались и в Бен-Мелее. И в Бен-Мелее мы тоже сталкиваемся вот с такими мелкими непонятными ступеньками. Неясно, для кого они были. Давайте хотя бы поднимемся. И здесь, в принципе, наверху ничего нет. Может быть, что-то и было, но сейчас нет ровным счетом ничего. Но вот какая-то гидротехническая инфраструктура. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. И советую вам, особенно тем, кто знает английский язык, погуглить научные работы, касающиеся Восточного Барая, касающихся пирамиды Такео. Вы знаете, это увлекательнейшее чтиво, я вам скажу. Гораздо интереснее приключенческих романов. Какой величины эта пирамида, мы не знаем. Какой величины эта пирамида, мы не знаем. Знаем мы лишь только то, что тут еще копать и копать, скорее всего. Вот мы все вниз, вниз, вниз идем, все ниже, ниже и ниже. Ну вот давайте, так сказать, общий план высветим. Вот такая вот эта пирамида Дон Мао называется. Ну, назвали как назвали, да, то есть к названию мы не привязываемся, это все достаточно современные истории с этими названиями. Так вот, друзья, эта пирамида у нас находится на одной оси с пирамидой Такео. И дальше, если мы продолжим двигаться в сторону Анкор-Тома, то есть если мы дальше вот так вот по этой оси поедем в Анкор-Том, то на этой же оси находится и самый последний объект, который был построен в Анкоре, Мангалартха. Вот, то есть везде мы видим какую-то осевую симметрию. Сейчас мы попробуем проехать. Я не знаю, смогу ли я тут проехать. Нет, здесь я, пожалуй, не проеду, потому что тут очень много камней. Сейчас, подождите, оценю, можно ли здесь проехать на мотобайке. Мы проедем в еще одно более интересное место. Нет, я здесь, конечно, не проеду, поэтому придется поехать в объезд. Итак, мы сейчас попытаемся пробраться к объекту, который называется West Prasad Top Temple. Тут их два, кстати, рядом. Один находится в Анкор-Томе, а другой вот здесь. То есть они недалеко, но я не знаю, что так французы их назвали. Похоже. Вообще, на самом деле, тут с фантазией не очень хорошо. Ну, я не знаю, кстати, почему я сказал французы, потому что в названии присутствует слово West, да? То бишь запад. Ну, это, скорее всего, конечно, вот это вот топ, Прасад Топ, это уже местные употребляют такое название, употребляли. И это связано с какими-то похоронными процессами. Господи, тут не очень удобно ехать. Тут помимо корней еще и вот блоки песчаника, кстати, с какими-то следами, да? Видите? Интересными. Забавно. Вот он. Фу, какой-то плесенью пахнет. Сейчас вроде сухой сезон, все должно пересохнуть. Ну вот мы и приехали. Сведений о нем опять никаких нет. Историки относят его, насколько я помню, к XI веку. Хотя, конечно, все это очень условно.
Вот, построен он из того же песчаника, что и пирамида Такео, если мне память не изменяет. Ну да, и по внешнему виду-то, конечно, видно, да, что это супер высококачественный песчаник. Ничего не достроено, как обычно. А вот теперь давайте посмотрим. Вы видите здесь вход, да? Вы видите здесь вход. Вот здесь вы видите вход, его нет. Видите? Его нет. Давайте поднимемся и посмотрим, как это вообще выглядит. Конечно, солнце мне в глаза светит. Уберем. Так. Ну, там такой, не понимаю, это что засыпали, это латерит, друзья. Сейчас попробую. Это латерит. Это блоки латерита, да. Вот. И тут вот такие вот блоки песчаника с идеальной подгонкой. Да, вы знаете, в Камбодже самые минимальные допуски, то есть если сравнивать со всеми вот такими находками каменных зданий, мегалитических, не мегалитических, неважно, в Камбодже самые низкие допуски до 0,1 мм. То есть больше, чем 0,1 мм не существует зазоров. Смотрите, вот тут у нас неплохо все вырезано, да, форма. Очень классно, очень грамотно, очень инженерно точно, геометрически все точно, да. Ну, а дальше вот только наметили. Да, дальше они просто сделали эскиз, грубо говоря, но не продолжили. Вот посмотрите, как тут изумительно лежат блоки. Фальшивая дверь сформирована, никакого декора не нанесено, но вот внизу все-таки, ой, простите, нелегко ходить. Внизу все-таки, да, по крайней мере, начали. Вот здесь все сделано. Ну, кстати, отверстие откуда взялось, непонятно, да. Вот эти отверстия загадочные, которые мы видим в самых неожиданных местах. Вот тут, например, оно пробито. Для какой цели, никто не знает. Вот вы мне еще скажите, что вот это отверстие для переноски, вот я вам его покажу, тут 1,5 сантиметра глубиной примерно. Ну, понятно, как только я упоминаю отверстия, так сразу находится кто-нибудь, кто пишет, что они были нужны для переноски. Ну, друзья, я бы, наверное, не задавался этими вопросами, если бы ответы были такими простыми, правильно? И остальные люди, наверное, не задавались бы этими вопросами, если бы ответы были такими простыми. Ладно, сейчас расскажу вам, что же здесь самое загадочное в этой башне. Так вот, друзья, самое загадочное здесь – это вход. Дело в том, что это южная сторона, а у нас в Камбодже вход в башни всегда либо с восточной, ну, наверное, 95% случаев это с восточной стороны, либо с западной стороны. Но с южной стороны входа мы не имеем. А я вот сейчас только что, пока еще сюда ехал, я вам говорил, что топ-просад, просад-топ, это связано с какими-то похоронными процедурами. И не случайно, очевидно, здесь и вход у нас с юга. Очевидно, это действительно какой-то похоронный комплекс, потому что за южный сектор неба у нас отвечает бог Яма. Бог Яма – это бог смерти. Вот читайте статьи в моем телеграм-канале «Друг Аркадий. Пища для ума». Там у меня и про бога Яму есть. Вообще, кто еще не подписался на этот канал, обязательно подписывайтесь, потому что вот так вот спонтанно, я ведь не готовлю специально к этим видеолекциям, скажем так, да, я рассказываю то, что я вот успеваю запомнить, то, что мне приходит в голову, исходя из уже многолетнего опыта посещения этих объектов. Ну, не все я могу вот так вот сразу из головы вам рассказать, да, поэтому подписывайтесь обязательно на телеграм-канал «Друг Аркадий». И на Бусти не пожалейте 200 рублей в месяц, потому что вот эти все наши истории, да, снимать вот это все, это стоит очень больших денег и, самое главное, сжирает поразительное количество времени. Благодарю за внимание. Так что, друзья, скорее всего, какая-то у нас похоронная история, да, и относится, безусловно, к пирамиде Такео, потому что абсолютно такой же стиль. Видите, абсолютно такой же стиль, как и у башен пирамиды Такео. А может быть, просто построили из остатков блоков, сложно сказать. Но, скорее всего,
Все-таки это было намеренное строительство в то же время, когда строили и саму пирамиду. Основание у нас, конечно же, пирамидальное. Тут уж гадалки не ходи. Вообще в Камбодже редко можно найти не пирамидальное основание. Все-таки в основном они пирамидальные. Ну вот, видите, мы уже видим здесь одну ступень. Вот она, пожалуйста. Вот. Было ли это также частью водной инфраструктуры? Да, вполне может быть, потому что это же опять находится прямо на берегу водоема. А с другой стороны, мы никогда не должны плодить сущности. Да? Некоторые любят наплодить сущностей всяких разных, какие-то мифы, легенды приплести, и вот, отталкиваясь от них, пытаться объяснить то, что, возможно, было просто каким-то инженерно-техническим решением. Ну, лично я не являюсь сторонником ни той, ни другой версии. Я являюсь сторонником той версии, что мы ни черта не знаем об этих объектах. И поэтому строить из себя гуру и говорить: я понял, как это работает, вот я вам сейчас объясню, ну, я не буду. Да, я вам представляю фактический материал, то есть то, что я непосредственно вижу здесь. Я вам это все показываю, я вам рассказываю различные версии, ну и делюсь тоже своими соображениями. А вот, как я уже сказал, изображать из себя гуру я не собираюсь. Хотя в комментах некоторые люди требуют от меня буквально этого. Ну нет, друзья, это, пожалуйста, к другим, это не ко мне. Я, в принципе, в вопросе хорошо разбираюсь, да. С официальной историей-то я знаком, к сожалению, очень хорошо. Почему я говорю «к сожалению»? Потому что это очень сильно мешает. Дело в том, что в голове существует уже какая-то схема, да, какая-то сетка. И ты каждый раз, когда видишь объект, ты уже непроизвольно встраиваешь его в какие-то рамки. То есть, грубо говоря, если я смотрю вот на этот объект, сейчас я такой: опа, это 10, максимум 11 век. Да с чего вдруг-то? Потому что мне говорили, что объекты, которые вот так выглядят, они построены в 10-11 веке, но когда вы начинаете копаться в эпиграфике, а других доказательств у нас нет, друзья, никакие там современные технические методы никак не помогут вам в датировках этих храмов, да, вообще никак. И вот это все вот там анализ органических останков, я думаю, вам понятно, что это глупость полная, да, потому что органические вот эти вот остатки, они могли появиться когда угодно. Здание могло быть построено 10 тысяч лет назад, а кто-то, простите за выражение, покакал там 1000 лет назад. Ну давайте будем датировать его 1000 лет. На самом деле очень много несостыковок, говорю об этом в каждом видео. Но так как гуру я не являюсь и становиться им не хочу, то все решать только вам, да, вот вы лично для себя, что вы решите. Какая версия вам ближе? Поверьте, правильной версии здесь все равно нет. Даже если кто-то вам скажет, что она есть, то он просто вам соврет. Так, ну что, а теперь поедем к тому самому причалу, который почему-то туристам не рекомендуется посещать. Сейчас там проходит реставрация масштабная. Ну вот, поэтому это на самом деле сейчас хорошо, потому что они нам обнажили слои камня. Сейчас посмотрим, что там интересненького есть. Вот. Ну и, как я вам уже сказал, да, этот причал является частью оси, то есть расположен на оси, которая ведет от восточного Мибона, то есть от пирамиды, которая находилась в центре восточного Барая, до Королевского дворца. Вот она, одна ось тянется, да, непосредственно к Королевскому дворцу. Что, зачем и как, зачем эта геометрическая точность, самое главное, да, никто же даже не задается этим вопросом, потому что здесь в основном историей занимаются какие-то искусствоведы. Инженеры-то практически не занимаются. Это еще в начале 20 века где-то там энтузиасты, да, вот это все изучали. Сейчас это все отдано на откуп историкам от искусства. Ну, а что они могут нам рассказать об инженерно-техническом предназначении этих построек? Да ничего. Ладно, поехали уже, хватит ругаться.